Наш кишечник выполняет очень важную функцию – переработки пищи и выведения ненужных отходов. Но не всегда организм справляется с этим на 100%. И тогда в нем скапливаются токсичные вещества. Они концентрируются в толстой кишке и наносят урон всему организму. Именно поэтому очень важно своевременно и эффективно чистить кишечник. Интересно, а как делают это в Китае? Китайская медицина, известная своими древними традициями, предлагает чистить кишечник с помощью правильного рациона. В этом выпуске мы расскажем вам, как избавиться от вредных шлаков. Надеемся, что эта информация будет интересной и полезной. Но сначала нужно разобраться, что же такое представляют собой эти шлаки. Не стоит отрицать, что далеко не всегда мы питаемся качественной и натуральной пищей. Часто в спешке мы отдаем предпочтение фастфуду или полуфабрикатам, переработанным продуктам, еще сладости, жирные, соленые и копченые. Поэтому в организме поступает множество токсичных веществ. Кроме того, они могут вырабатываться и внутри нашего тела в процессе обмена веществ. Перенесенные инфекции и вредные привычки, курение и употребление алкоголя усугубляют ситуацию. Добавим сюда плохое качество питьевой воды, напичканные химией и овощи и фрукты, лишний вес и малоподвижный образ жизни, а еще постоянные стрессы. В результате главные фильтры организма – печень, почки и кишечник перестают справляться с нагрузкой. Это приводит к образованию камней в почках и желчном пузыре, каловых камней в кишечнике. Масса каловых камней ко второй половине жизни может достигать 5 килограмм. Этот факт шокирует и заставляет искать пути решения проблемы. Какие сигналы бедствия подает организм, когда он загрязнен отдыхами и жизнедеятельности? Бессонница, трудности с пробуждением, усталость с самого утра, запоры или поносы, выпадение волос, зуд кожи, раздражительность, подверженность сезонным вирусным заболеваниям. Чем больше таких признаков можно у себя обнаружить, тем более необходимым является проведение очищения кишечника, употребление лимонного сока с растительным маслом. Все возможные клизмы категорически не рекомендуются специалистами. Они могут привести к воспалению желудка и кишечника, смещению камней в желчном протоках, дисфункции желудочно-кишечного тракта, а это довольно неприятные последствия. Существуют безопасные и комфортные методы, естественные и полезные. Все просто. Нужно лишь употреблять вкусные продукты, которые помогут эффективно очистить кишечник. Если хотите добиться регулярного стула, повысить самочувствие и выносливость, улучшить уровень иммунной защиты, вы можете принять ко вниманию эти рекомендации. Как это делают в Китае? Медики из Поднебесной еще много веков назад заметили, что существуют продукты, которые хорошо выводят из кишечника все ненужное, деликатно стимулируя его перистальтические движения. Давайте посмотрим на этот перечень. Ламинария – бесценная водоросль, хорошо известная всем под названием морская капуста, чрезвычайно богата йодом. Благодаря этому она усиливает обмен веществ, способствует сжиганию жиров и улучшает продвижение пищевого комка по кишечнику. Это низкокалорийный продукт, который к тому же обладает свойством связать тяжелые металлы и выводить их из организма. Поэтому морская капуста является отличным средством, помогающим сохранять здоровье. Доказано, что она способствует профилактике онкологии. Ламинарии употребляют в сыром или отварном виде, а также готовят на пару. В Китае ее используют в качестве гарнира к свинине. Бурый рис. Этот продукт в наше время вполне доступен. Однако нужно учесть, что белый шлифованный рис не подходит для очищения организма. Дело в том, что самые полезные компоненты содержатся в облачке, которое разрушается в процессе обработки риса.
Бурый нешлифованный рис содержит витамины группы В и Е, а также много ценных микроэлементов – магний, калий, железо, цинк и марганец. Пищевые волокна, содержащиеся в облачке, необходимы для поддержания нормальной работы кишечника и его здоровой микрофлоры. В результате продукт оказывается благоприятные действия на иммунитет и кровообращение. Перед приготовлением бурый рис после промывания замачивают в воде на 2 часа. Рекомендуется употреблять блюдо из него не менее 2 раз в неделю. Яблоки. Известная старинная английская пословица говорит о том, что тому, кто съедает хотя бы одно яблоко в день, когда не понадобится врач. Стоит прослушиваться к народной мудрости. В этом замечательном и популярном фрукте содержится масса витаминов и минералов, а также галактуроновая и яблочная кислоты. Среди витаминов одним из наиболее важных является витамин С. Аскорбиновая кислота. Яблоки содержат антиоксиданты, вещества, которые борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, преждевременным старением и злокачественными опухолями. Кроме того, в составе клетчатки плодов имеются пектины, которые, словно губка, впитывают в себя ядовитые и нежелательные вещества, а затем выводит их из организма через кишечник. Яблоки хорошо предотвращают запоры. Важно есть их вместе с кожурой, так как именно в ней содержится больше всего целебных веществ. Сельдерей – низкокалорийный продукт, необычайно популярен среди последователей здорового питания. Сельдерей, благодаря высокому содержанию клетчатки, мощно очищает кишечник, ослабляет его. В процессе усвоения сельдерея образуется множество антиоксидантов, одним из которых является лигнин. Сельдерей подавляет рост болезнетворных бактерий и грибов в кишечнике, снижает риск возникновения рака, нормализирует уровень сахара в крови, помогает при повышенном артериальном давлении, снабжает организм железом, препятствуя малокровию. Сельдерей выводит мочевую кислоту и поэтому позволяет избежать приступов подагры. Свежий сок сельдерея сохраняет все его лечебные качества. Батат – растение, знакомое также под другим названием – сладкий картофель, содержит много волокон клетчатки. Благодаря этому он помогает очищать кишечник и хорошо справляется даже в случаях значительного снижения его тонуса в старческом возрасте. Фасоль. Бобовые растения и фасоль в частности представляют собой важный источник растительного белка и клетчатки. В красной фасоли содержится также сапонин, вещества с мочегонным действием. Благодаря этому продукту улучшается работа сердца и почек, устраняются отеки, снижается повышенное давление, а также улучшаются лабораторные показатели, уровень холестерина и липидов в крови. Арахис. Орех улучшает работу кишечника благодаря таким веществам, как фитиновая кислота и фитостеролы. В Китае арахис употребляют в отварном виде в качестве гарнира, так как он очень питателен. Учитывая высокую калорийность, рекомендуется съедать в день не более небольшой горсточки орешков. Однако нужно помнить, что арахис противопоказан людям с аллергией. Зеленый чай. Любимый многими полезный напиток. Отлично регулирует работу кишечника. Благодаря мочегонному эффекту он также хорошо чистит и почки, избавляет от отеков. Зеленый чай богат антиоксидантами. Он способен снижать уровень плохого холестерина, липопротеинов низкой плотности. Особенно показан зеленый чай людям, которые не в силах расстаться с сигаретой, поскольку он способен смягчать тот вред, который приносит организму никотин. Как видим, избавляться от токсинов можно легко и просто. Очищайте свой организм, наслаждаясь вкусными и полезными продуктами.
внося разнообразие в свой рацион. И будьте здоровы! Делитесь этим видео с друзьями и близкими. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео.